Добрый день, друзья! Ну совсем скоро наступит лето. Остался всего месяц. Но в некоторых регионах и май уже очень теплый месяц. Поэтому чаще всего, у кого есть, конечно, такая возможность, мы выносим свои орхидеи на балкон или даже просто во двор, у кого частный двор. Но почему нет? Очень хорошо, если наши орхидеи проведут все теплое время года, лето, может быть, у кого-то теплая осень, проведут на свежем воздухе. Но давайте с вами не забывать о том, что когда наступает такая теплая пора, мы обязательно открываем с вами окна, и влететь в эти окна может все что угодно. Уже просыпаются и пчелы, и осы, и всякие мелкие вредители, которых мы с вами просто простым глазом даже не увидим. Я всегда смотрю на всех этих вредителей, если они у меня вдруг появляются, то только в микроскоп. Но есть такие вредители, которых можно увидеть и невооруженным глазом. Например, мучнистые червецы или щитовка. Поэтому я предлагаю вам всем делать какие-то обработки, особенно у тех, у которых большая коллекция. Какие-то обработки, вот как делают садовники. Они, например, раз в месяц опрыскивают растения или инсектицидом, или акарицидом, для того, чтобы просто предотвратить появление каких-то вредителей на наших орхидеях. Но чтобы разобраться в этом во всем, я хочу вам показать препараты, которыми я пользуюсь и буду пользоваться. Зимой я пользуюсь реже. Конечно, летом я буду это делать каждый месяц. Когда 200 орхидей в коллекции, уследить за каждой это просто невозможно. Поэтому нужно делать плановые какие-то опрыскивания именно от вредителей. Я пользуюсь, например, Актарой. Актара очень хороша от трипсов, мучнистого червеца, щитовки и тли. Это инсектицид. Но Актарой чаще всего не опрыскивают. В тех редких случаях, когда появился трипс, тогда можно вместе с тем, что обработать и замочить корни Актарой, тогда можно добавить еще опрыскивание. А, например, от мучнистого червеца или щитовки опрыскивание не подойдет никак. У них такие панцири, у щитовки просто, она и называется-то щитовкой, потому что вот через этот панцирь, который у нее как щитком она прикрыта, не проникают никакие... Вообще ничего не проникает. Также и мучнистый червец. Он как будто посыпан такой мукой, и вся водичка, и все химикаты будут просто скатываться с этой муки. Поэтому Актарой нужно обрабатывать корни, то есть замачивать орхидею. Как орхидея дает сигнал для того, чтобы поднималась любой раствор, который напитался в веломене или там в паренхиме. У меня есть это видео, я вам подробно рассказывала, как работают листики и корни орхидеи. Ссылочку я оставлю обязательно в правом верхнем углу экрана. Актара – системный препарат, он проникает во все клеточки растений, в цветоносы, в цветы, в листики. И когда вредитель кусает, он получает свою долю отравы. Поэтому он потом погибает. У него там или наступают какие-то пищеварительные процессы, он не сможет питаться, или наступает кишечное отравление, и за где-то примерно 48 часов они все погибают. Если вы увидели действительно мучнистого червеца или увидели щитовку на листике, Актарой нужно проводить обработку 3 раза с промежутком примерно 5-6 дней. Причем первую обработку Актарой надо проводить 2 грамма на 5 литров. Именно вот такое Актарой. Это защищено голограммой, и это препарат фирмы Сингента. Его не подделывают. Поэтому только такую Актару всегда берем. Вот это в таких маленьких пипетках Актара, это уже какая-то разбавленная Актара, совершенно непонятная. Здесь гранулки. Вторую обработку нужно проводить 4 грамма на 5 литров, а третью обработку 6 грамм на 5 литров.
Но если у кого-то нужно меньше количество раствора, просто пересчитайте, предположим, на литр. Я видела на своих растениях только щитовку и мучнистого червеца. Трипс как-то мне попадался, но очень-очень давно, очень давно. Это то, что касается Актара. Для меня так самое большое зло из этих вредителей – это, конечно, красный клещ. Для него выпускают очень много препаратов. У меня есть подробное видео, где я рассказывала обо всех вот этих препаратах. И Амайт, и Фитоверм, и Биокил, и Типейки. И у нас появился в продаже вот такой еще препарат Масай. Эти все препараты акарициды, потому что и синтикциды на клещей не действуют. Клещи – это отряд паукообразных, это совершенно другие вредители. Поэтому обязательно, когда вы выбираете какой-то препарат для обработки тех или иных вредителей, нужно смотреть, что это, акарицид или синтикцид. У нас вот к таким пакетикам обязательно дается инструкция. Обязательно нужно что знать об этих препаратах. Есть препараты системные, такие же как Актара, которые проникают вовнутрь растения, распределяются по всем листикам. А есть препараты, которые просто контактные, такие как Фитоверм. Вот если вы фитовермом попали на клеща, тогда он уничтожен. А если не попали, то он будет продолжать свое вредное действие на наши растения. То есть он его будет кусать, выпивать из него все соки. А вот эти препараты, они системные. То есть обязательно пройдет вовнутрь, когда вылупится личинка и тоже укусит растение. Она обязательно погибнет. Есть препараты, которые действуют на яйцо, есть препараты, которые не действуют на яйцо. Поэтому борьба с клещами, она очень долгая, очень кропотливая. На каждом препарате есть, практически на каждом препарате, когда вы покупаете, есть инструкция, как разводить. Я не буду рассказывать о каждом. Просто есть системные, есть контактные. Обязательно обращайте внимание, где вы и что покупаете. И если не знаете, какой взять препарат, вы лучше его сфотографируйте, потом посмотрите в интернете, подходит вам этот препарат или не подходит. Или сначала поищите в интернете названия препаратов, действия этих препаратов. Посмотрите, что вам будет полезно. Потому что мне недавно написали, например, я взяла, обработала искрой, и у меня нет никаких вредителей. Вот у меня есть большие сомнения. Во-первых, когда я начала искать искру, я нашла, по-моему, 4 варианта, но купить смогла только 1. И действующее вещество, то есть есть золотая искра, есть просто искра, есть еще какая-то искра. В общем, несколько препаратов вот этих типа искр. И как оказалось, что они все от разных вредителей. И это и синтикцид. Здесь к клещам искра не имеет никакого отношения. Поэтому, когда вы мне пишете, у меня исчезли все вредители, у меня создается такое впечатление, что вы просто не видите. Клеща увидеть невооруженным глазом его просто невозможно. Поэтому убили вы всех своих вредителей или нет, это большой вопрос. Но видимых нет. Еще появилось много всяких разнообразных препаратов, но в основном все препараты не от клеща. В основном все препараты от тли. Сейчас вам скажу даже от чего. Вот давайте здесь. Вот здесь нарисовано тля, белокрылка, колорадский жук. Такой препарат подойдет и для мучнистого червеца, и для щитовки. Но я чаще всего пользуюсь проверенными, которыми я точно знаю, что Актара великолепно действует от мучнистого червеца.
потому что год назад я принесла с новой покупкой мучнистого червеца и обрабатывала Актарой. Больше этого не повторилось. Поэтому всегда, когда мы с вами покупаем новое растение, вот для чего нужен карантин? Для того, чтобы выявить, есть ли что-то на цветочке или нет. Даже после первичной обработки, почему я всегда рассказываю, первичная обработка — это просто я протираю листики, обрабатывать, например, от клеща Актарой бесполезно, а фитовермом обрабатывать от мучнистого червеца — это тоже просто ваша лишняя работа, лишняя трата ваших денег, не поможет это. Поэтому мы выявляем сначала, есть ли что-нибудь на цветочке или нет, а только потом обрабатываем. Но летом, если у вас растения находятся около открытого окна или вы их вынесли на воздух, от клеща обязательно обрабатывайте хотя бы раз в месяц. Это будет профилактика, это не помешает. И постарайтесь обрабатывать не фитовермом, который только контактный, а каким-то из препаратов, которые системники, которые имеют защиту приблизительно месяц. Вот поэтому раз в месяц стоит обработать от клеща. Кстати, многие вот из этих системников также действуют и на трипса. Поэтому, когда я в прошлом году увидела в своем цветке трипса, вот просто я его даже поймала, этого огромного трипса, большой такой, крупный, черный, вот с таким вот этим вот хвостом, не знаю, как я исхитрилась его поймать, но я его поймала, а так как я летом всегда системно обрабатываю вот такими препаратами от клеща, больше трипса я и не увидела, но увидела на каком-то своем цветочке небольшой погрыз от трипса, но трипса больше нет. Пользуйтесь, читайте, посмотрите всегда в интернете, какой препарат вы хотите купить или какой купили и от каких вредителей он будет действовать, потому что разные препараты действуют на разных вредителях. Вот это те препараты, которыми я пользуюсь. И самое, конечно, большое мое пожелание вам, чтобы вы никогда не сталкивались ни с какими вредителями, а особенно с клещом на своих цветочках. Будьте всегда внимательны. Предупрежден, значит вооружен. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!